Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 2 апреля. В этом видео уделим внимание церковному календарю, а также уделим внимание народным приметам, а также что можно и чего категорически нельзя делать 2 апреля. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите, пожалуйста, следующие магические волшебные слова, и Вселенная обязательно это приумножит в вашей жизни. И они звучат следующим образом. Я, ваше полное имя, вижу себя владельцем больших богатств и достатка. Каждый день, приближаясь к этой реальности своими мыслями, словами и действиями. Истинно да будет так. Еще раз, пожалуйста, не забывайте прописывать, не ленитесь. Итак, я, ваше полное имя, вижу себя владельцем больших богатств и достатка. Каждый день, приближаясь к своей реальности, своими мыслями, словами и действиями. Истинно да будет так. Друзья, 2 апреля православная церковь почитает одну из выдающихся святых, это святая Фатина или святая Фатиния. Ее жизнь и подвиги служат примером верности и преданности Иисусу Христу даже в лице страшных испытаний и мучений. Фатина была родом из древнего палестинского города Самария. Она вошла в историю как женщина, с которой разговаривал сам Иисус Христос у колодца Яковлева, что находился рядом с городом Сихарь. Встреча с Иисусом Христом стала для нее началом новой жизни и обращением к вере. Она стала ученицей Иисуса Христа и последовала за ним, проповедуя Евангелие в разных странах. В тяжелые времена правления императора Нерона Фатина и ее семья стали объектом преследований. Вместе с ее сыновьями Иосифой, Виктором, сестрами и другими христианами Фатиния выдержала все мучения и пытки, но не отреклась от своей веры. Нерон приговорил ее к заключению в своем дворце под присмотром своей дочери Дамнины. Однако, вместо того, чтобы сломить ее дух, Фатина привлекла к вере Дамнину и ее рабынь, что привело их к обращению в христианство. Не выдержав нового испытания веры в семействе Нерона, император вновь приговорил Фатину к мученической смерти. Она была брошена в колодец, где скончалась за свою веру. Святая Фатина почитается православной церковью еще и в 5-ю неделю по Пасхе. Ее жизнеописание служит примером благочестия и преданности Богу. В ее подвиге воплотилась сила веры и преодоления зла с помощью духовных ценностей. Таким образом, день, посвященный святой Фатине 2 апреля, напоминает нам о важности веры, преданности, о необходимости преодолевать испытания и мучения ради высших духовных ценностей. Ее пример стоит перед нами как вдохновение и образец истинного христианского подвига, который ценится в православной церкви. В народном календаре 2 апреля имел несколько названий, такие как Фатиния колодезница, Фатиния день Фатиньи. Фатиния колодезница прозвали, потому что это название было связано с памятью святой Фатины, которая была родом из древнего города Самарии и известна как была Фатиния. По преданию, когда Иисус Христос встретился с Фатинией у колодца Яковлева, он попросил у нее воды. В результате этой встречи Фатиния обратилась к вере и приняла ее. И это событие стало символом истинной веры и преображения души. В Русской Православной Церкви 2 апреля особенно почитают святую Фатинию. В этот день верующие умываются колодезной водой, считая ее особенно благословенной и обладающей целительными свойствами. Вода из колодца рассматривается как символ духовного очищения и обновления. Верующие также обрызгивают колодезной водой свои дома, животных, землю, веря в то, что это принесет благополучие, защиту от болезней и неприятностей. Такое вот обрядовое использование колодезной воды является древним обычаем, который уходит корнями в глубокие традиции нашего народа.
И Фатиния, которую еще называли этот день 2 апреля, это также одно из названий, которое использовалось для обозначения памяти святой Фатинии. И как напоминаю вам, что это имя ассоциируется с ее жизнью, с ее мученической смертью и преданностью Христу. Как вы уже поняли, последнее название этого дня – Фатиния Самарянка. Это само название указывало на происхождение святой Фатинии из Самарии. Она была известна как Самарянка, и ее жизнь служила примером верности и преданности Богу. Согласно народным верованиям, именно в этот день, 2 апреля, колодец обретал особое значение и силу. Люди знали и верили, что обращение к колодцу в этот день и произнесение определенной молитвы может принести благословение в виде материального изобилия и достатка. Традиционно считается, что для того, чтобы совершить этот обряд, человек должен был прийти к колодцу, заглянуть в него, в его глубину и трижды произнести определенные слова, которые выражали его желание разбогатеть. Этот обычай прославлен в народных преданиях и передается из поколения в поколение. Многие знают и верят, что колодец, особенно в этот день 2 апреля, является символом изобилия и благополучия, а его вода обладает целительными и чудотворными свойствами. Поэтому обряд обращения к колодцу на Фатинию стал частью народной мудрости и культуры. Однако за всей мистической оболочкой этого обряда скрывается глубокий смысл. Заглянув в колодец и произнося свое желание, человек обращается к своим внутренним ресурсам и уверен в своей силе и способности действительно привлечь к себе благополучие и процветание. Этот обряд становится символом веры в свои силы и стремления к достижению желаемых целей. Святая Фатиния, известная также как Фатиния Самарянка, стала одной из наиболее почитаемых святых православной традиции. Она была объектом особого почитания среди простого народа, который считал ее целительницей от лихорадки. По преданию, при первых признаках появления болезни, крестьяне обращались к святой Фатинии, прося даровать им здоровье и исцелить от болезни. Молитву к святой писали на освященной просфоре и давали больному съесть. Вопреки отсутствию ясных и конкретных свидетельств в церковных описаниях жизни святой Фатинии о ее даре исцеления от лихорадки, народное почитание превратило ее в покровительницу от этой болезни. На самом деле в канонической литературе действительно нет явных упоминаний о том, что святая обладала подобным даром. Скорее всего, это представление возникло из народной веры и жизненного опыта людей. Кроме того, День памяти с святой Фатинии совпадает еще и с весенним периодом, когда часто наблюдались случаи лихорадки. В этот период года когда-то люди страдали от различных простых заболеваний, и лихорадка считалась распространенным явлением того периода. Возможно, именно из-за этой ассоциации со временем болезнь и получила название «весница». Еще одним из таких обычаев являлся обряд поклонения святой Фатинии, который сопровождался использованием льна. Несмотря на то, что в современном мире эти традиции уже утеряны, они остаются все-таки важной частью народной нашей культуры и символизируют важные аспекты и жизни, и нашей веры. Святая Фатиния стала объектом почитания, поклонения среди верующих. И сегодня использование льна в праздничных традициях. Поэтому утром в день памяти святой Фатинии из избы выносили красочные льняные одежды, рушники. Эти ткани, украшенные вышивкой, орнаментом, символизировали богатство и изобилие. Затем их развешивали на воротах, калитках, заборах, чтобы украсить дом и придать ему особый вид. Рушники также использовали для украшения березовых ветвей, что создавало красивый и праздничный облик. Особенно ярким и запоминающимся был обычай, когда девушки водили хороводы, держа в руках длинные льняные полотенца. Этот обряд не только придавал празднику радостное настроение, но и имел свою символическую значимость. Верили, что участие в таком хороводе и использование
льняных полотенец способствует привлечению достойных женихов и благополучному браку. Поэтому эти полотенца часто использовались и на свадьбах, символизируя пожелание счастливого семейного счастья и благополучия. Весна с ее обещанием новых начинаний и обновления всегда была особым временем для крестьян и жителей сельской местности. И одним из таких дней был период, когда зацветала серая ольха и кукушка начинала насиживать яйца, а крестьяне приступали к севу ржи. Для крестьян этот период означал начало нового сезона сельскохозяйственных работ. Сеяли рожь, одну из основных культур, которая и обеспечивала хлеб на стол. Но кроме трудовых усилий, крестьяне прибегали к ритуалам, которые считались способом привлечения удачи и достатка в семью. Один из таких ритуалов предполагал следующее. Во время посева ржи в поле крестьяне проводили особый обряд. С этой целью они закапывали в землю 3 пятака, символ денежного достатка и изобилия. Затем, перекрестившись, они трижды произносили особые слова, обращаясь к высшим силам с просьбой о благополучии и успехе в их трудах. И вы знаете, 2 апреля – это тот день, когда в народном календаре особое внимание уделялось святой Фатине Колодезнице. Также этот день сопровождал множество народных примет и запретов, связанных с водой и с колодцами. Поэтому очень важно знать, понимать, что следует воздерживаться от определенных действий, чтобы не нарушить традиции и не привлечь несчастья. Одна из основных народных примет этого дня говорит, что нельзя давать воду из колодца кому-либо, даже путникам. Вместо этого путников следует напоить водой, оставшейся от вчерашнего дня. Также следует поступить и с гостями. Важно помнить, что члены семьи могут пить только колодезную воду, которая, согласно поверьям, в этот день обладает особыми силами, приносящими здоровье и силу. Еще одним запретом, связанным с этим днем, является то, что нельзя было плевать в колодец. Согласно народной примете, это может привести к испорченной воде в колодце или даже к его высыханию, что потребует того, что придется рыть новый колодец. Поэтому важно воздерживаться от таких действий и уважать священность колодца как источника жизни. Кроме того, в этот день запрещено было готовить еду на вчерашней воде. По поверьям, такая вода может отнять силы у человека. Поэтому для приготовления пищи рекомендуется использовать только свежую воду, чтобы сохранить энергию и жизненную силу в продуктах. Также в этот день не стоит надевать одежду из тканей, отличных от льна. Считается, что только льняная одежда способна защитить от порчи из глаза, а также отразить любые негативные воздействия. Льняная одежда не только не привлечет негативной энергии, но и поможет избавиться от уже существующих. Для этого достаточно выстирать вещь, которую носили в течение дня в проточной воде, чтобы очистить ее от негатива. Одним из запретов, связанных с этим днем, является показ и передача в руки полотенец с ритуальной вышивкой, используемых во время свадеб, а также другого девичьего приданого. По народной примете это может привести к тому, что девушка, которая примет в руки такое полотенце, никогда не сможет выйти замуж. Также в день Фатине Колодезницы не рекомендуется резать курицу для приготовления первых блюд. По народным поверьям это может привести к болезням желудочно-кишечного тракта. Однако народные приметы не запрещают употребление птицы в других формах приготовления, такие как жареная, запеченная или тушеная. Согласно древним поверьям и традициям, 2 апреля – это день, когда не рекомендуется делиться своими деловыми планами. Народное поверье гласит, что если вы расскажете о своих намерениях кому-либо в этот день, то шансы на их успешную реализацию значительно снизятся. Именно по этой причине многие сторонятся назначения важных встреч, презентаций или других мероприятий, связанных с бизнес-планированием. На этот день они стремятся сохранить свои деловые стратегии и планы в секрете, чтобы обезопасить их от возможных помех и неудач.
Это народное поверье основано на представлении о силе слова и энергии мысли. Дело в том, что когда мы говорим о своих планах вслух, мы отдаем часть нашей энергии. Это может привести к тому, что наши планы становятся менее защищенными от негативного влияния внешних сил. Поэтому сохраняйте ваши планы, и также это показывает вашу осторожность в общении. Это поможет вам избежать разглашения информации, сохранить конфиденциальность, что в свою очередь может быть ключом к успеху в вашем деле или в вашем бизнесе. Еще одним запретом этого дня считается пересчет денежных средств и продуктовых запасов. По народным поверьям, если в этот день приступить к пересчету, то ресурсы могут быстро иссякнуть, и семье придется столкнуться с финансовыми трудностями и ограничениями в продовольственных запасах. Когда мы сосредотачиваем свое внимание на пересчете денег и продуктов питания, мы сами тратим определенную свою энергию и привлекаем к себе негативные финансовые последствия. Поэтому лучше избегайте сегодня любых финансовых операций, чтобы не привлечь негативные события и сохранить тем самым свои ресурсы. Лучше в этот день займитесь какими-то другими делами, дабы избежать возможных неприятностей. Друзья, вот такие у нас с вами народные приметы на этот день, 2 апреля. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментариях пропишите следующую волшебную фразу, и Вселенная это приумножит в вашей жизни. Я, ваше полное имя, вижу себя владельцем больших богатств и достатка. Я каждый день приближаюсь к этой реальности своими мыслями, словами и действиями. Истина, да будет так. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.